Somebody said it's all you. The person you were kissing burns in me. Первый бас, когда пошел, я что-то типа, я думаю, что я в ушах что ли сижу? Реально прям меня прям подсдуло немножко, офигеть. Узнал, что, оказывается, за дыханием тоже надо сильно следить, и не все в течение жизни сохраняют правильное природное дыхание. Вот это. Оно очень сильно бережет связки как раз-таки, поэтому голос я не особо срываю. Да, выкидываем все старые вещи из дома, берем блокнот, пишем 10 целей и поехали, да. Обычный день, точно не весна. Я помню, как теперь ты была одна. Мяу-мяу-мяу-мяу, гав-гав-гав. Ненавижу я себя, потому что знают все мои друзья, что я признаюсь. Ну а ты не скажешь, да, мне будет стыдно, будет стыдно. Токио, квартал Кабукитё. Кто там? Мы пришли. А Сакура отцвела уже 2 сезона, мы проводили журавлей на йог. Да, босс, это была непростая задача для нас. Мы обошли все материки, нашли то, что вы просили у одного парня из гитарной лавки. Ну и что ты тогда стоишь? Давай быстрее показывай. Держите, босс. Это настоящее японское качество, сделанное из премиальных материалов и особенных пород деревесины. Это подписная модель мастера. Черт возьми, это действительно настоящее японское качество. Давайте это проверим, это действительно оно. А мне нужно еще, чтобы вы принесли кое-что особенное. Что? Что-нибудь. Дорогие друзья, всех вас приветствуем. Сегодня, как обычно, необычный у нас выпуск. А у нас он каждый необычный. Обычно у нас еще не бывает. Мы без волшебного дивана, но зато у меня сейчас, знаете, пацаны, я сейчас сижу, и у меня такое ощущение, что я вообще на Олимпийских играх. Рядом, значит, двукратный победитель чемпионата мира по фингерстайлу, слева 3-кратный победитель чемпионата России по битбоксу. России по битбоксу. Чем могу похвастаться? У меня 2-й юношеский по дзюдо, ребят. Да. Сегодня, ну, это на самом деле такая интересная ситуация. Сидим в Москве, Юра говорит: слушай, я чувака нашел. Ну, говорю, вообще охренеть, смотри. Я говорю, блин, вообще по кайфу. Это, говорит, прикинь, наш, говорит, российский. Я говорю, офигеть. А потом говорит, так он еще из Самары, говорит. И это вообще был, конечно, разнос. Блин, насколько, ты знаешь, вот это, ну, каждый пласт культуры, насколько он автономен и развивается как-то вот в своих таких рамках, что, представляешь, ну, вот мы вроде с музыкой связаны, а я не знал, что ты здесь находишься, представляешь? То есть мы здесь в Самаре, а ты про нас знал хоть? Про вас знал, да. О, я в вертикаль класс. ходил, велосипед смотрел себе. Вот, снимается это все в Самаре, вот в вертикале, и здесь, да, я ходил по этому коридору, смотрел. Я вообще очень сильно люблю гитарное звучание, очень большой фанат. И спасибо, что позвали, очень приятно. Послушал вот сейчас за кадром, пока настраивались, потрясающие звуки исходят из этого деревянного инструмента. Из этого человека тоже послушали потрясающие звуки, исходящие от тебя. Ну, я тут ртом тоже удивлял. Ну, самые умелые пальцы России, самый умелый рот России. Мы собрались и... Так, соберем человека. И дюдаист. Ну, мы сегодня с Юркой только сидели, когда думали про то, что будет. И Юрка говорит, слушай, а по сути, ты, говорит, это тот же фингерстайл.
Ну, то есть Юра, например, он играет пальцами, да, весь бенд, а ты делаешь это вот, ну, полностью там телом, легкими, голосом. Да, когда совмещается перкуссиями, мелодическая часть, еще, если Юра споет, то получается, да, человек-оркестр. Да, битбоксеров тоже часто называют человек-оркестр. Но я понял, к чему мысль, да, наверное, оно так и есть, получается. Фингерстайл и маус-стайл. 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 Хочу кэт-стайл. Ну вот, кстати, да, сейчас и тогда можно будет и поговорить. С кэт-стайл. Тарас, то есть ты сейчас какие цифры такие называл? Ну, сколько ты этим занимаешься? Я занимаюсь битбоксом 14 лет, с 2010 года. С 2011 года я выступаю уже на сценах, и я сильно не существовал в интернете. Наверное, поэтому мы не были как-то знакомы. Хотя в Самаре я на дне города очень много раз выступал. На площади Куйбышева, на большой площади выступал. Везде, наверное, выступал, где в Самаре только возможно. Как-то вот не пересеклись. Ну, бывает такое. Зато сейчас познакомились хорошо в интернете, в котором я занимаюсь где-то вот я в ноябре написал себе контент-план, и в январе план меня удивил. Очень сильно мой контент. То есть это план. вот только сейчас произошло? Да, сильно. Но для меня это было то, что начал работать, вот результат. Как бы результат в 10 раз больше, чем я ожидал. Вот. Круто. Да, круто, что так. Придется тебя попросить поделиться контент-планом, потому что мы уже 4-й год уже мусолим этот YouTube наш, и у нас 15 тысяч подписчиков. Вчера только человек написал. А сколько в декабре было? А в декабре было 6. Примерно одинаково у нас было. Да. Вот в декабре. Ну мы прям сейчас, мы тоже взялись за него. И вот сейчас вас 15. Ну, да. В 2 раза увеличили, вы чего? Да. Это очень быстро. Хотел 150 сразу. Ну, у меня еще меньше. Я про свой YouTube вообще молчу. У меня с 2013-го YouTube. У меня с 2010-го. Это отдельная тема. А скажи, пожалуйста, смотри, вот откуда вообще это пришло? Ну вот, битбокс в твою жизнь как попал? Битбокс. Были вот эти сотовые телефоны, еще сотовые телефоны, когда их называли сотовыми, ну или просто труба. И с трубы на трубу и к порту перекидывали разные видео. Вот. Было много разных вирусных видео с битбоксом. Это года были 2007-2008. И что-то не постоянно там хип-хоповское исполняли, мне сильно не нравилось. То есть друзья между собой перекидывали, я это видел, одноклассники тоже. Я такой, ну, какая-то чушь, мне не нравится. Просто странное, наверное, просто какой-то рэп, мне непонятный. Я очень такое узконаправленное музыкальное направление слушал, и это было прям сильно не мое. То есть мне не нравилось прямо. Но в 2010 году просто я серфя интернет, еще тот начальный интернет 2010-х годов, конечно, уже не начальный, но уже его мало кто застал из пользователей сейчас. И он наткнулся на видео с человеком, который делал битбокс в разных жанрах. И я подумал, класс, окей, хорошо, интересно, покопался дальше, и там прям много для себя я открыл, что битбокс в целом может быть таким, каким ты его сделаешь для себя. И в целом битбокс — это просто вот это музыка, а музыка может быть любой. И в целом вот это способ исполнения музыки. Вот. То есть это как музыкальный инструмент. Для меня битбокс такой некий определенный инструментарий, которым я могу исполнять то, что мне нравится, и дополняя как раз-таки перкуссии, мелодическими частями, басами, и получая уже полноценную композицию. Это то, к чему вот я шел 14 лет, только сейчас начало получаться на самом деле. Примерно то, как я задумал еще в 2010 году. Ребята, те, кто сейчас в начале пути, не отпускайте руки. Кстати, знаешь, интересный момент был. Мы дедулю встречали, когда в московской лавке, он такой выходит из машины, к Юре такой подходит, говорит: Юрий, я, говорит, очень люблю ваши песни, они у меня есть в плейлисте. Вау. Юр, а я, говорит, только думал, говорит, как бы вам их показать. Зачем, говорит, мне их показывать? Я, говорит, слушаю, они у меня уже в плейлисте. Он говорит, сколько ты альбомов записал? Сколько? 2, 3? Ну да, полных авторских, да, еще он там говорит, всяких разных. 5-7 сделаешь, потом попрет. Да, это очень правильная позиция, на самом деле. Я очень заморочен в некоторых аспектах. Вот вы говорите, напиши контент-план. Вот как раз-таки в этом я очень хладнокровен, на самом деле, и абсолютно не... Творчества у меня в этом нету. То есть, что касается вот этого там написания контент-плана или придумывания, что, как действовать, там у меня абсолютно никакого творчества, просто холодный взгляд. И как раз-таки, вот как сказал Дедюля, правильно услышал, да? 7-й, 10-й. Не стоит просто останавливаться, нужно после каждого релиза или после каждой работы, будет правильно даже сказать, более общий такой, просто делать выводы и следующую делать лучше. So well, you're strange, I too. Wrong places,
situation doesn't even exist. Holding, just remember like yesterday. Oh, my arms still smells like hell. I was going to distance, going to places, going to somewhere. I was drawn to places I did not want to be. Ну, то есть у тебя нет такого, что ты живешь ожиданием, тебя устраивает сегодняшний день? Да, надо просто работать, надо просто делать. Жизнь, она же не состоит из розовых красок. Ну, прям психотип, да. Вот это прикольно. На самом деле, разный психотип смотришь. И знаешь, что прикольно? Я вот так наблюдаю все время за людьми, там, за успехами. И что меня больше всего вдохновляет, что независимо от различных психотипов, то есть я вижу там совсем летящих, там, творческих людей, как вот мы с Юркой, например. Есть еще, да, есть аналитики, технологи. И на самом деле, то есть при любом подходе можно сохранить творчество и добиться успеха. Да. Прикольно. Записывайте. Это все. Сейчас будет бесплатный коучинг, конечно, мы раздаем просто уже, вообще, да. я не знаю. Раздали уже, я не знаю, косарей на 70, ребят. Все это на шорсы и в курс. Да, ссылочку, короче, записываем. Да, выкидываем все старые вещи из дома, берем блокнот, пишем 10 целей и поехали, да. Как там? Берем блокнот, выкидываем блокнот. Да. Слушай, интересно. А знаешь, что у меня, вот глядя на тебя сейчас, как это все происходит, Юрку смотрю. Вот Юра сегодня пришел, или там вчера пришел к Эмилю, говорит: так, Эмиль, тут вот это, здесь вот давай это самое скалопирование сделаем. И он отдает Эмилю, Эмиль сделал скалопирование, гриф. Что такое скалопирование? Это накладка на грифе, она изначально ровная, а скалопирование — это такие выемки под форму подушки пальца. Ну, это дает определенные как бы свои плюсы. Но я это к чему сказал? К тому, что, смотри, вот он может найти Эмиля и ему отдать свой инструмент. А в твоем случае как? Кому мне... Ты на стоматолога намекаешь? Не на стоматолога, то есть, ну что ты там, фониатор, еще что-то. Как ты работаешь со своим инструментом? Как я работаю со своим инструментом? Я прокачиваю сильно уши, слух прокачиваю. Вот. А каким образом? Ну, очень много слушаю музыки, стараюсь ее сильно фильтровать. То есть можно работать и слушать музыку, то есть работая слушать музыку, анализировать ее очень сильно. Можно для наслаждения слушать музыку. Это абсолютно разная музыка всегда будет. То есть то, что мне искренне нравится слушать, это такая андеграундная чушь, которую я никогда никому не покажу. Никто не знает, что она мне нравится. И ты ее не анализируешь при этом. Я ее не анализирую, мне просто нравится, мне просто весело. Вот. И есть музыка, которую я слушаю специально, пытаюсь понять, почему ее люди любят, что там хорошего, что там плохого даже, попытаться, да, покритиковать. И в таком режиме, да, я очень уже давно живу. То есть если с голосом что-то происходит, вот, ну, допустим, там, сорвал или не можешь там в определенных тональностях уходить, и сложно, ну, вот как-то, есть какие-то лайфхаки у тебя? Ну, можно выше, ниже спеть. Тут, благо, у меня во рту нет никакого строя определенного. То есть сразу можно пич понижать вверх-вниз легко. Но у меня голос, я не срывал голос, наверное, лет 10 последних уже вообще никак. То есть ничего не происходит. Кричу я в шумных местах, на следующий день все нормально. Наверное, в какой-то момент я более-менее себе хорошо поставил дыхание. Вот есть такая дыхательная гимнастика Стрельниковой, техника Стрельниковой. И вроде у нее такая история, что она была оперной певицей в 20-х, кажется, годах, которая потеряла сильно свой голос, и врачи на ней поставили крест, даже врачи-фониаторы. И она как-то начала очень сильно изучать и биологию, и строение речевого аппарата, и ей получилось возродить свой голос, вот, такой восставший феникс из пепла, это аналогия на ее голосовые связки. И потом у нее успешная карьера все-таки продолжилась, и она написала вроде целый вот такой, ну не курс, как
да, про который болтали уже. Он как-то, да, технику определенно расписал, и по ней многие занимаются. Я очень сильно заморочился над этим, когда узнал, что, оказывается, за дыханием тоже надо сильно следить, и не все в течение жизни сохраняют правильное природное дыхание. Вот это. Оно очень сильно бережет связки как раз-таки, поэтому голос я не особо срываю. Слушай, нам надо ссылочку оставить обязательно, чтобы... На эту? Да, на эту методику, да. Поделишься? Да, хорошо. А по утрам... Причем, на секунду перебью, самое эффективное видео, которое я видел, оно самое некачественное и самое дурацкое вот на ютубе, которое я нашел. Просто все остальные я пересмотрел, ну чушь какая-то. Вот просто не то. Там уже какие-то есть приукраски, что-то начинается уже вокруг да около хождения. А тот человек стоит в красном свитере в лесу, диктует детям, что нужно делать, и Класс. прекрасно, да, просто с ним вместе повторяешь. Кошечки, носиком, там такие слова. В общем, один позитив. Класс. Поэтому, ребят, не покупайте курсы у инфо-цыган, покупайте у нас. Мы ничего вам не приукрашивать не будем. У меня вопрос, знаешь, какой? Пишешь ли специально треки какие-то по утрам, если где-то низ нужен хороший? Нет такого. Его просто распеваюсь до низа, если нужно. Вот. Но, опять же, как из-за того, что битбоксом занимаюсь, наверное, я чуть лучше речевой аппарат чувствую, и в какие-то моменты я понимаю, какие действия мне нужно сделать, чтобы достать низкую ноту, какие действия нужно сделать, чтобы сейчас высокую ноту более-менее достать в каком-то теке. Но бывает, конечно, дни, когда уже прям вообще не идет. В основном это бывает, когда я свои видео на YouTube записываю, как назло, такой день настает, и такой, уже надо заканчивать, и каким-то уже таким осипшим, не жирным голосом допиваю партии, и потом слушаю через 2 месяца, думаю, ладно. А ты для ютубных видео прям лайвом пишешь, потом просто чуть-чуть пост? Да, но по-разному, потому что, чтобы сделать вот такую композицию, нужно где-то от 2 недель до месяца. То есть мне уходит просто расставить все звуки по своим местам. И очень классно еще потом видеть вот эти комментарии людей. То есть да. Я являюсь звукорежиссером. Это на всех языках происходит. Там стоит Влад, мы постоянно эти комментарии читаем. Я звукорежиссер, там, последние 17 лет, он использовал здесь такой-то плагин, а здесь у него там рот не так повернулся. Это даже битбоксеры мне говорят, что у меня как-то рот не так повернулся, и я постоянно вот эти разоблачающие видео им записываю, причем не оправдываясь, да, в их сторону, а просто угорая над ними уже, потому что какая разница, как битбоксеру, с каким положением рта говорить букву А. Это мы, знаешь, сегодня только видео смотрели, там чувак какой-то делает обзор на твое видео, у него здесь видео, и он про тебя рассказывает туда-сюда. Но он говорит, я сейчас, вот вы меня просили, я вот сделал. Слушайте, ну, говорит, не могу типа томить, я вам сразу скажу, что это, говорит, просто охренеть, говорит, что он делает. И потом, когда началось, он говорит, ну тут понятно, тут очень мощный постпродакшн, все дела. А потом, когда уже в процессе ролика такой, слушай, или нет? Но он потом говорит, постпродакшн есть, наверное, чуть-чуть. Но чуть-чуть все-таки. Да, то есть ты его ушатал в процессе. Ты знаешь, про кого мы говорим, но в процессе просмотра он прям шатнулся. Но есть, я специально видео еще тебе записываю, потому что они тоже хорошо собирают просмотры. Это такой классный маркетинговый шаг, и плюс мне весело. То есть такой очень хороший баланс. Я просто беру на телефон селфи-видео, записываю, как я ту же самую партию, какую-нибудь там самую просматриваемую делаю, и все, ни у кого вопросов не возникает. Вот. Ну, в основном у тебя все время занимает именно постпродакшн, ты говоришь, звуки расставить по своим местам, или это... Нет, звуки расставить по своим местам, да, с точки зрения аранжировки, потому что в битбоксе невозможно сделать, допустим, хай-хет и саб-бас одновременно, да, если только как-то обманывать. Хочется, по крайней мере, мне вот идеология такая трушная меня прет и дает мне мотивацию продолжать, что здесь, допустим, саб-бас, мы сразу будем демонстрировать, такой чистенький саб-бас, и вот такой вот хэт, что-то вроде крэша, то есть вступает припев, и там должно быть что-то... Вот, но там же еще бас-линия. И как это объединить? Да никак не объединишь. Поэтому вот, знаешь, как-то нужно сделать... Тогда нужно сделать бас чуть с опозданием, сделать... Или... Какие-то такие вот обманки, и вот расставить вот эти все балансы, где нужно взять высокую ноту, где нужно срочно вернуться на какой-нибудь гармонический бас, типа вот на такой. И вот это, конечно, занимает очень много времени. Потом записать демку, прослушать, через неделю удалить. Поменять. Да, поменять местами звуки. Вот это очень много времени занимает. Вы не братья? Ну, это вопрос аранжировки, да, тоже. Адаптация оригинального материала для твоего инструментария, в котором ты работаешь. Да, но мне главное донести все-таки вот эту идеологию, что битбокс может быть в целом музыкой, вот, и там очень
правильно как раз-таки нужно грамотно расставить, иначе люди не будут чувствовать это ощущение, они будут битбокс воспринимать просто как трюк, вот. А трюк, это же фингерстайл, такая же тема есть, очень много гитаристов, которые просто там, начинают мельчешить, да, получается какая-то каша, а можно же все-таки там поймать, лучше, мне кажется, тренировать даже грув какой-то больше и динамику, вот, амплитуду динамики и грув. Да, и в таком случае получается целая песня, где ты взял, хоп, низкую ноту, потом высокую, и у человека просто целый оркестр как будто играет. А ты точно у Юры на мастер-классе не был? Не был. Ты сейчас рассказал то, что Юра рассказывает про гитару. Вот прямо один в один все, представляешь? Ну, потому что похоже жанры. Ну, вообще все то же самое. Пиши контент-план. You don't want to get to know me. Girl, you gotta take it slow. Better closer. Now you wanna come tonight. Окей. Сейчас нужно мощный припев попробовать сделать. Пока Таныш не поймал, окей. Hey, know you wanna come tonight. So put it on me and slide, slide, slide. Hey, baby, beautiful body tonight. Beautiful soul to slide, slide, slide. I wanted to fall into all I need. Want to see. I wanted to fall into all I need. О, есть. Want to see. И сейчас опять куплет. You don't want to get to know me. Well, look is enough. For you is enough. Better closer. Удивительная вещь. Хрена себе. Нет, на меня он должен смотреть эта кнопка. Ну как так? Girl, you gotta take it slow. Slow. И сейчас типа бриджи. Hey, I know you wanna come tonight. So put it on me and slide, slide, slide. И сейчас припев уже. Baby, it's beautiful body tonight. It's beautiful soul to slide, slide, slide. I wanted to fall into all I need and want to see. Hey, I know you wanna come tonight. So put it on me and slide, slide, slide. У меня, знаешь, какой вопрос? Ну, на своей жизни, вот такой пример, у меня там вот один знакомый, у них сын, и одно время он там на самокате катался. Вот катался, потом стал чемпионом России по самокату, и сейчас, короче, это его профессия. А папа у него, Паш, говорит, ты работать-то кем будешь? Ты что ты делать-то будешь?
Он говорит, пап, да я вот и самокат. Ты самокат я понял, говорит, ты прыгаешь, а работать ты когда будешь-то? Он говорит, так это и есть моя типа профессия. А он там реально выступает, там тренирует. То есть вот на моих глазах случилось зарождение нового вида жизни, который может тебя снабжать, в принципе, ну, как минимум едой. Да. Вот у меня к тебе, ты вот по моей истории, сколько я там помню, с конца 70-х и до сегодняшнего дня, вот это, ну, понятно же, этого же не было. Вот первый битбоксер появился, это из полицейской академии. Как его звали? Майкл Уинслоу. Да. Вот это был первый битбоксер. Да ладно, что это он там делает? В кино смотрели, угорали. А вот ты вот являешься этим человеком, который вот появился в этой профессии. Расскажи вот по своих состояниях вообще, что у тебя там в голове происходило в этот момент. Вот такие вопросы, а делать-то что будешь? На самом деле битбокс, он вообще всю человеческую историю существовал. Вот, и несколько лет назад копал в антропологию, вот, и что там происходило. В целом вот это перкуссионные звуки речевым аппаратом, они всегда присутствовали. Кто там ниже рычит, тот и вожак стаи, вот, в целом тоже битбокс. Вот. Просто битбоксом это начало называться как раз-таки в конце 70-х, вот. А так и до этого Майкл Джексон битбоксил, таким образом музыку сочинял. Билли Джин он таким образом сочинил битбоксом. С Квинси Джонсом они разбирали битбокс с оркестром, и потом партитуру битбокса они даже оставляли в оригинальном треке, там можно где-то услышать, как Майкл... Ну да, это что-то смешанное со скэтом. Да, и то есть и все звуки современные, которые сейчас я использую, Майкл Джексон тоже использовал. Поэтому битбокс он был всегда, просто почему-то... Вот для меня это сильное удивление, но до меня никто вот эту идею, которая у меня изначально в 2010 году появилась, не использовал. Я ее, честно скажу, предлагал несколько лет назад другим своим ребятам-битбоксерам. Они подумали, что это как-то типа странно. Вот. Я натерпелся этих отказов от предложений своих идей и сделал сам. В итоге вот... А можешь пояснить, да, что если вот вдруг для тех, кто не понял, в чем идейность? Плетение мелодическое? То есть в битбоксе есть абсолютно достаточный инструментарий для того, чтобы сделать песню полноценную. То есть нужно просто воспринимать это как акустическую музыку. То есть очень много музыки есть, где один инструмент и один голос. Вот. В битбоксе то же самое можно сделать, только еще и ритм есть, еще и басы есть, еще и мелодические другие звуки есть. Зачем больше? Вот. Но битбоксер почему-то как-то всегда... Вот когда битбокс стал популярным, это больше стало для людей каким-то трюком. Вот. И сами битбоксеры больше в трюках как-то соревновались между собой. И битбокс-сообщество стало такой змеей, которая сама кусает себя за хвост и постепенно сжирает. То есть уменьшается. То есть величие и необычность битбокса эту змею сделала анакондой. А сейчас, да, это какой-то уж, который очень сильно высох на камне, потому что озеро в лесу пересохло уже, ему некуда деваться, он ждет дождя. Вот. I'm a rainy man, hallelujah. Сейчас битбоксеры кричат по всему миру. Это классно. Вот, вот так вот я подведу. И в 2010 году как раз-таки я увидел, что битбокс может быть музыкой, может быть не просто каким-то трюком, а каким-то понтом, левым хайпом. Какие еще мне слова сказать? И вот я эту идею как-то нес, пытался в голове укомплектовать в более понятный, скажем, я даже слово такое помню, когда контент-план применял, в более понятный продукт. Вот, потому что если буду очень долго не понят людьми и слушателями, то какой смысл вообще? Вот, мне что потом на пенсии это делать? Я хочу делать то, что для души, а для души-то ничего не останется, если я сейчас буду делать то, что мне нравится, а люди меня будут игнорить. Поэтому выбрал такой, нашел баланс между тем, что нравится и мне, и нравится людям. Круто. Взвешенный подход. Да, круто. А с лупером как ты дружишь, не дружишь? Бывает? Ну вот когда... нравится некоторых слушать, вот, давно никого не слушал, правда, но раньше, да, и дружил даже с некоторыми ребятами. Мне в 2013 году, когда я первый раз чемпионат России выиграл, мне как раз как главный приз дали луп-машинку. Это был, кажется, Boss RC300, такая железная штука с розовыми накладками. Классно. Выглядела. Я ее продал в 2015 году, потому что понял, что я очень сильно начал расчленять партии. То есть, если я записываю барабаны, то барабаны у меня, они, скажем, занимают все частоты, верхние частоты, средние и низкие. То есть... Вот. И бочка слишком жирная. И если я потом буду туда прописывать бас, уже не хватает для нее места. Спорить буду. Да. А вот
натуральный биологический природный сайдчейн я тогда еще не умел делать. Прикольно, блин, прикольно. А биологический санчейн? Ну. Вот, да. И надо угадывать, где бочки там Да, сделал, а да, это всегда да. импровизация. А с чем его можно сочетать А? одновременно, вот этот звук? Ну, то есть там же по очереди можно дорожки записать. Допустим, я прописал... Вот, так бы я сейчас сделал. Но тогда мне пришлось урезать свои барабаны по низким частотам, природно тоже. Прикольно. И он... Тогда уже бас помещается. Вот. И я понял, что я начал урезать битбокс, и в целом у меня битбокс, ну, сольный, без оборудования, без всего, такой живой, как вот здесь сейчас на стуле, он начал ухудшаться. И я такой, все, в шкаф, до свидания. А потом знакомый гитарист мой купил у меня эту РЦшку. Наверное, она была популярна в какое-то время среди вас, ребят. И среди вас тоже, ребята. Очень, да. Я не могу без безумных идей. Прикинь, короче, что делаешь? Микрофон в карту, значит, в комп, и делаешь настройки, короче, прикинь, сделал 4, там, 5, 6 MIDI-инструментов. На входе им поставил частотную характеристику по входу. Если ты сделал, у тебя там бочка. Если ты вот это сделал, там 808 попел, запел. Ничего себе. Прикинь. И ты прям можешь вот так ртом наделать реально с бендом. То есть управление голосом, если по частоте... Ну, понятно, это придется как-то присобачиваться. Но тут есть две причины, почему я не использую луп-машину. Одна была вот то, что у меня начал битбокс чуть-чуть ухудшаться. Второе, мне чисто морально все-таки очень нравится идея, то, что без всего абсолютно можно делать музыку. То есть в пустой комнате без электричества абсолютно. Без всего. Блин, я реально у вас... Вот зеркало сейчас поставить, разговаривать сами с собой. Вот, прям. Это серьезно. Ну, прикольно. У меня такой же подход. То, что я спрашиваю, ты вот полностью вот прям вот его... У нас, ребят, правда, вот Дима Малахов, да, выступал у нас в лавке в Москве, и он, правда, так заморочился с электричеством. Там 4 педалборда, кабели, знаешь, вход, выход, инсерт, персерт, там просто вообще, знаешь, там... И он, знаешь, под начало концерта, он уже все, я смотрю, он уже сил у него нет. Понимаешь? Он столько туда вот, ну, направил вот жизни, вот во все это. И когда начал играть, а эта сволочь начинает подводить. Да. То тут в лимитер вмешался, то здесь, то тут. И понимаешь, и ты вроде как, у тебя есть что принести, а тут раз тебе... И я просто, ну, тоже со сцены когда-то там выступал, и я прям глазами чувствую, блин, чувак тухнет прям, ему так тяжело, потому что он вот в это электричество поместился. Да. На самом деле огромный соблазн вот такие вещи делать, то есть даже переходя на луп-машинку уже хочется второй девайс подключить, третий, четвертый, потом как-то найти мастеринг-инженера какого-то очень хорошего и так далее. Я дал себе вот установку, допустим, когда я что-то делаю, чем-то занимаюсь, то есть я себя очень сильно ограничиваю сразу же, то есть в этом проекте я не допускаю себе использовать такие-то улучшатели, там, допустим, или такие. И поэтому очень-очень я скрупулезно отношусь к тому, что мне на самом деле из оборудования сейчас далее надо. То есть я там, допустим, себе сейчас собрал новую студию, там новые мониторы и так далее, но просто потому, что уже пришло время, а не потому, что, ой, все, на старых не могу работать, не получается. Но я сейчас хочу просто дальше карьеру строить. Мне нужна вот такая-то машинка, мне сейчас нет возможности ее купить, поэтому пока подождем. Это под дождем. Вот на улице ты останешься, если так будешь рассуждать. Я себе вот так вот говорил. И поэтому у меня всегда идеология, то, что нужно уметь сделать из ничего все, то есть из говна конфетку. И в таком случае тогда можно чуть-чуть улучшиться. Вот. А если постоянно улучшаться, то это огромный соблазн, который тебя полностью забирает. И думаю, у Хендрикса не было таких возможностей поставить 1000 педальбордов, поэтому он... Хендрикс первые концерты играл на чужой гитаре, у него не было возможности купить свое, ему давали чужую, он на ней играл. Да, причем вот так переворачивал. Тут же, потренировался. Праворульную. Somebody said it's all you. The person you were kissing, person name, and I will never ask you. Baby, keep it to yourself. I don't wanna no. If you bring me, baby, don't no. Cause my heart is taking down it. If you scream, just don't let it show. Oh, baby, I don't wanna.
it when I hold you. But looking in your eyes, I can't believe. But I don't need to know the truth. Baby, keep it to yourself. I don't wanna know. If you play me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. If you're creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna be. Ребят, вы сейчас смотрите в Ютубе, и вы будете слышать звук, который вот по этим проводам идет. Я сейчас здесь сижу вживую, первый бас, когда пошел, я что-то типа, я думаю, что я в ушах, что ли, сижу? Реально, прям меня прям подсдуло немножко, офигеть. Да, у тебя по волосам видно. Мурашки, смотри, мурашки, вот смотри. Да, кстати. Мурашки. Обычно, когда люди говорят мурашки, они врут. Не, я мурашки. никогда не вру, меня херачит прям. Вон, меня херачит прям вообще. Гусиная кожа. Ощипали гуся. Калаш. Я этот бас там 808 все выруливаю дома, сижу ночью, а тут прям такое давление прикольно. А знаешь, такое было ощущение, как будто он, короче, с чем-то встречается. Это что за прикол такой? С Сталином, что ли? В смысле? Нет, к тому, встретились в баре как-то 808-й Кик и Сталин. И Тарас. И Сталин такой... Нет, к тому, что, понимаешь, у него такая конечная какая-то... Не просто он такой воздушно летит, а он прям как резинка такая... Бум. Есть разные, да. Есть... Такой есть. Есть... Такой ситуированный есть. Есть гладко ситуированный. То есть много их. У него там библиотека 808. Плагины. Где качаешь? Слушай, а можешь вот в этом, в третьем чуть-чуть высоком? Так я и делаю, на самом деле. Офигеть. Да, это очень... Вот у меня в основном, я говорил, как в начале, то, что работа происходит на текстуры звука больше всего. Потому что где-то реально в высоких чуть больше нужно такой широковатости. Можно сделать просто... А можно сделать... В нем больше высоких широковатостей и так далее. В этом, да, в этом плане заморочено. Слушай, а ты чувствуешь, какая терапевтическая вообще ценность вот в этом в твоем занятии? Не знаю, какая. Ну ты прикинь, ты же сам с собой общаешься. Ты же не звукарю говоришь, там высокую середину прибери там. То есть тебе с собой надо как-то наладить этот... У нас жесткие отношения со мной как с продюсером, я себя бью. Он не будет где происходить. О, бред, кто-то поверит же еще. Это как история с моими музыкантами. Я когда записываю, у меня такая плетка есть, вот так вот хлыщу себя и записываю. Поверят, мы же говорим правду говорим, видишь, я промажу. Поэтому ты, да, фильтруй, а то сейчас скажешь, они правда думают, он бьет себя. Я взял пример с клавишника из Рамштайн. Он это делает? Надеюсь. Иначе как можно? Сдуло. Круто. Давайте напоследок, чтобы люди понимали, они сейчас там пирожок как раз доедают, вот, со сладким кротом. И чтобы они понимали, что все, короче, сейчас придется уже, расстаться им с нами. Давайте какую-нибудь вещицу последнюю. Что-нибудь сделаем? Что-то красивое, да? Выбирай вайб. Давай, знаешь что, давай вот смотри, у нас на стримах, помнишь, ты говоришь просто сюжет, идею, а мы делаем. О, прикольно. А теперь сделаем с ним. Слушай, это вообще... Окей. Вот ты и попал. Вот ты рискуешь. Окей. Не, мы тут все рискуем всегда. Все нормально. Ну, давай. Из заготовок, там сценарий к мультику один мой есть. Короче, смотри, обрыв скалы, на ней сидит орел. Орел, североамериканский такой, с белой головой, короче, белоголовый. Ты, главное, громкость не убирай, и все у тебя пишется. Вот, значит, сидит на краю этой скалы, значит, орел. Так, город, так взор свой, да, вдаль такой. Туда, через прерии, через каньоны, все в тонах таких маджент закатных, в общем. И тут тучи, значит, нагнетаются. Я сейчас весь это расскажу, а вы потом, да. Нагнетают тучи, и начинается, в общем, ураган, и, в общем, дождь, и порывы ветра, короче, его так пытаются сдернуть с этой скалы. Крылья так, и очень надувает, так его, он когтями держит за камни. Так, да. И тут, короче, начинается полный трэш, полный ад. И он
отрывается от этой скалы и туда кидается весь этот смрад, короче. Да. И тут начинается, да. Тут начинается вот борьба, короче, его кидает, ломает, крылья там вот так ему туда-сюда раскидывает, переворачивает, он падает камнем, короче. И вот в процессе этой борьбы он потом, значит, так из какого-то такого очень-очень плотного облака такой вылетает, включаясь, как на самолете летишь, понимаешь, с облака, а там солнце, короче. И он летит вот так на фоне солнца, и за ним постепенно, потихонечку выезжает стая орлов. И он таким клином, короче, за ним. Он шел впереди, и они ждали, когда он прорвется, чтобы, сделать, как он это делает, понял? И вот они так вот с этими прериями, с этим каньоном, вот так в этот закат, короче, уходят. И я ушел. Творите. В конце тост. Да. В общем... И мораль всей басни. Чтобы не сломать голову себе, по крайней мере, я вот загуглил Eagle, что переводится с английского орел. Вот есть трек Аббы. И у него есть лириксы некие, которые я сейчас буду тогда под это исполнять. Значит, что? Или мне надо будет битбоксом быть как-то. А как хочешь? Ты хочешь битбокс? Давай битбокс. А вы скомпонуйте, а что? Да, там же есть какие-то участки надрывные. Давай тогда, когда он вылетел уже, тогда текст начнется, а пока битбокс будет. Ну, потому что там... Окей. They've seen places beyond my land, and they found new horizons. They speak strangely, but I understand. And I dream, nigga, and I dream I can spread my wings, and I dream I'm an eagle
I'm a bird in the sky. Bird in the sky, bird in the sky, bird in the sky. Flying high, flying high, flying high. Bird in the sky. Bird in the sky. Пацаны, это вы... Орлы очень любят хардкор. Когда они поднялись, Да, они такие, Да, что-то какое-то странное, я не знаю. Тебе кто песню писал, Орел? Coldplay? Ну-ка, давай нашу. И они уже начали. Пацаны, это высший пилотаж. Это высший пилотаж. Теперь у меня для мультика саундтрек есть. Я сценарий писал, теперь он будет. Прикольно. Хорошая бочка. Мы сейчас... Это когда устал после 7 Да. часов занятий, Мы хорошая бочка у тебя. Мы сейчас находимся в Самаре, в Самарской лавке. Мы в торговом центре «Вертикаль» находимся. И сейчас в коридоре погас весь свет. И у нас здесь настолько крутая сейчас обстановка, офигительная. Давай, не утаивай самые главные события, которые происходят в темном коридоре. Ну, там Девочка дети танцуют. танцует. Девочка в темноте танцует, да. Dancing Девочка танцует, in the dark. Dancing in the dark. Dancing and... Что там? Little... А, это... Мне нужно описывать, да, события какие-то. Just a little girl. Just a little girl. Dancing on the floor. Shot, shot. Это Dancing on the Floor сразу напоминает какие-то, знаешь, такие... Да. Все, ребят, извините, мы вас вынуждены кого-то обрадовать, кого-то огорчить. А кого-то просто заткнуть уже. Ну, просто, да. В общем, Чтобы вы знаете прекратили. все, что нужно делать. Кто-то вот в комментарии написал, что я говорит, зашел к вам на канал и думал, что у вас там 1 миллион подписчиков, а у вас почему-то 15 тысяч. Исправляйте. Исправляйте Да-да-да. эту ситуацию. Я не знаю, почему там не 1 миллион подписчиков. Исправляйте. От 15 тысяч до миллиона там чуть-чуть осталось. Вот ты сейчас смотришь что без подписки. И зря. Подпишись. Сделай лайк, комментарий. Сделай доброе дело. Кстати, нет, 24-й год семьи. Тем более. Сделай тем доброе более, дело. Тем более. Все, поздравляем вас с Всемирным днем битбокса. Он у нас проведен был сегодня здесь, в гитарной лавке в Самаре. Тарас, я тебе хочу высказать невероятную признательность в том, что у тебя хватило сил дойти до того уровня, в котором ты сейчас находишься. Это 100%. Это 100% каких-то сомнений было, куча трудностей, все остальное. Ты это просто вот... Ну, ты шагал, и это круто, блин. Ты Марк Шагал, да. Тарас Шагал. Огромная тебе за это благодарность. Ты вот не представляешь, ну, хотя ты, наверное, представляешь, но я все-таки вслух скажу. Это про Орла, это же не, вот, ну, не про Орла, понятное дело. То есть это вот про тебя, там, про Юру, это про людей, вот, которые, ну, несмотря на все вот это, ну, все, что тормозит, вот это плотное, все равно вот прорываетесь и выходите на такой невероятный уровень, глядя на вас просто. Ты знаешь, даже, ну, некоторые пишут, блин, я посмотрел, как играет Юра, больше не хочу гитару брать в руки. Это это вот, ну, песчинка. На самом деле это наоборот, понимаешь, такой вдохновляющий факт офигительный. Еще что хочу сказать, вот просто мы же в гитарном магазине. Ребята, вот поймите, что вот гитарная лавка, мы не про гитары, мы не про деревяшки, не про миллиметры, не про мензуры, материал ладов, это реально про музыку. Да. Это реально про музыку. И вот прямо сейчас, вот вы сегодняшним вечером, если вы провели его с нами, вы сейчас как раз и окунулись в вот эту тему, что музыка может жить независимо от того, какое дерево, как выглядит верхняя дека. У Тараса вообще ничего нет в руках, кроме стаканчика, с которым выплескивал постоянно. Поэтому вот мой спич закончен, ребят, что хотите сказать друг другу или там на прощание, и скажем вам до свидания. Ну, Да. за стаканчик я извиняюсь, просто на самом деле он был пустой, просто накапал конденсат, вот так вот совпало, Ну, что он тебе еще упал налей, ровно налей, пожалуйста. в мой Мы потом будем стаканчик. рассказывать. Здесь Тарас набрызгал. Вот, мне приятно слышать комплименты от коллег всегда, вот, по ребятам из музыкального мира. Всегда приятно, потому что вы более глубоко как-то какие-то другие уже вещи хвалите даже. И у вас классное шоу, вот.
хочу сказать и отметить. Я думаю, что дело времени, когда найдется своя аудитория. Она есть, просто она пока не все знают про существование. Когда найдутся, они будут смотреть и старые выпуски, и новые выпуски, и средние выпуски, и вчерашние выпуски, и завтрашние выпуски. Будут ждать, требовать в комментариях, материть вас, что почему так долго не выпускаете. Оцените уже быстрее. Вот такое желание. Контент-план себе. С меня А вот он только контент-план что получается. Да. Вот, поэтому, да, вот что хотел сказать. Мне понравилось. Молодцы. Класс. Спасибо, что позвали. Спасибо тебе большое, что пришел. Было круто. Вирус, спасибо тебе. Survive the only know that I'll be sad. Only love it when you touch me, not feel me, and I rock up. That's